Лейтмотивом некоторых стихов и гравюр проходит глобальная катастрофа, которая случилась в Средневековье, но в официальной истории ничего такого нет. Действительно ли художники и поэты изображают или описывают реальные события, которые происходили в те годы? Или это все лишь метафоры? Если уж летоисчисления переписывали все, кто хотел, Юлий Цезарь, Григорий XIII, Петр Великий, то исторические факты уж подавно корректировали в угоду тем или иным целям. Как узнать правду, если историю постоянно переписывают? Обратиться к стихам и гравюрам, поскольку они относятся к творчеству, то цензура, вероятно, просто не стала обращать внимание на передаваемую ими информацию. Конечно, это может быть лишь авторским вымыслом. Говорят, что вся истинная история человечества находится у главных цензуриатов в Ватикане, ведь все известные библиотеки либо сгорели или пропали. Он пишет о 2 лунах и 2 солнцах на небосводе, а также о том, что толпы людей скитались без крова и просили хлеба. Далее он пишет о битве воинств неземных, от которой башни рушились. Также Бальмонт в стихотворении пишет о птицах, которые кружили над Москвой. Здесь навевает на мысль о шумерском эпосе, в котором шла речь о войне за одну из лун. Разруха после битвы, возможно, с использованием космических кораблей, и была описана Бальмонтом. В конце своего стиха он упоминает, что среди людей блуждали смерть и злоба. Что говорил о глобальной катастрофе Байрон? Джордж Гордон Байрон в своем стихотворении «Тьма» правда написал о безлунной пустоте, а не о 2 лунах. Но при этом добавил подробности. Горели леса, не наступал день, день стал без людей, луна угасла, погибли облака. Также он упоминает о том, что города горели, значит слой пепел был большой, запросто мог закрыть первые этажи зданий. Факт 1. Упоминание о недавнем допотопном периоде в Российской государственной библиотеке можно найти следующие книги на русском языке, в которых недавние времена делятся на периоды до и после потопа. В книге Николая Трубицына о русских народных песнях, переведенных Пушкиным на французский язык, сказано: «Сочувствия ломоносовские, державинские, новиковские, карамзинские, сочувствие старой русской жизни и стремление новой, все пошло в его полную натуру в той стройной мере, в какой бытие послепотопное является с бытием допотопным, в той мере, которая определяется русской душой». У Виссариона Белинского, жившего в первой половине XIX века, в его издании писем говорится: «Петр оторвал Россию от прошедшего, разрушил ее традицию, и теперь смешно и жалко на наших пустоголовых ученых и поэтов, которые ищут народности для мышления и искусства в истории с Рюрика до Алексея, в этой допотопной истории России». Может показаться, что это просто крылатое выражение, но чем больше мы окунаемся в эти упоминания, тем больше пониманием, что потоп в данном случае подразумевается в прямом смысле. В 13-том томе собрания под названием «Статьи, рецензии и заметки, приписываемые В. Г. Белинскому 1834-1848 годов, сказано: «Эта новинка еще переведена покойным актером Дмитриевским в 1773 году. Пришлось прибегать к старине, да еще какой. К допотопной». Иван Александрович Гончаров, живший в XIX веке, писал: «Редко только, в дни выборов, они натягивали допотопные фраки или екатерининских времен мундиры и панталоны». Из чего можно сделать вывод, что потоп действительно имел место быть в относительно недавнем прошлом, а именно между XVIII и серединой XIX века, взять источник из ролика «Допотопное чтение». Как раз в этот период, 19 ноября 1824 года, в Санкт-Петербурге произошло самое крупное и разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся больше, чем на 4 метра выше обычного уровня воды в Неве. Но если такое наводнение, или в местном понимании, потоп, произошло только в Питере, то почему в этот же период точно такие же многометровые наносы земли мы наблюдаем и в Москве, и в Казани, и в Саратове, и в Омске? Ведь они покрывают первые этажи зданий, построенных именно до первой половины XIX века. Факт 2. Куда делись леса? Еще одна задача, которой не нашли единодушное объяснение, это исключительная юность современных лесов. Они почти на 100% состоят из молодняка,
который появился 200-250 лет назад. Что по всей Земле работала какая-то огромная электропила, которая выкосила все деревья, оставив всего несколько десятков экземпляров в Северной Америке и еще меньше в Евразии. Отговорка про то, что просто старые деревья не доросли до наших дней, не выдерживает никакой критики. Потому как, например, лиственница и можжевельник живут по 500 лет, ель колючая – 400, 600, а дуб вообще больше тысячелетия. Как могли выкосить? Все старые деревья самых разных видов по всему миру, даже в самых труднодоступных регионах, например, на территории тайги. В сети можно найти множество фотографий таежных лесов, которые высаживались кем-то довольно давно, как под линейку, ровной сеткой. В довесок можно привести старинные фотографии российских и европейских населенных пунктов второй половины XIX века. Большинство из них не имеют практически никакой растительности. Склоны, которые сейчас заросли молодыми деревьями, тогда были абсолютно голыми. Первые признаки катастрофы, случившейся в древности и известной как Всемирный потоп, обнаружила русская экспедиция на судне «Акванавт» в 80-е годы прошлого века. У побережья Крыма ей удалось извлечь из глубины донных отложений, это более 100 метров, корни растений и раковины моллюсков, принадлежавшие жителям не соленых, а пресных вод. Черное море за время своей долгой истории несколько раз опреснялось и вновь становилось соленым, соединялось и разъединялось со Средиземным морем. Находка означала, что во времена последнего оледенения в Европе Черное море было пресноводным озером. Но примерно 1800-1500 лет назад на планете началось глобальное потепление. Спустя тысячелетия вода растаявших ледников пополнила океаны, и их уровень быстро поднялся. То же произошло и в Средиземном и Эгейском морях, связанных с океаном. Высокая вода, преодолев естественную преграду, отделявшую Эгейское море от низменности на стыке Азии и Европы, с неудержимым напором устремилась в пресное озеро, превратив его в соленое Черное море. Со временем морские воды прорезали в сушопроливы Дарданеллы и Босфор. Время начала катастрофы удалось определить достаточно точно. Керны, полученные нашей экспедицией при бурении дна у берегов Крыма, показывают, что ископаемые, относящиеся к морской флоре, появились здесь 7500 лет назад, более глубокие и, значит, более древние слои дна Черного моря содержат уже останки пресноводных животных и растений. Кстати, точно такое же время исчезновения пресноводных моллюсков и других живущих в воде тварей определила и группа французских ученых, проводивших бурение в дельте Дуная. Здесь же они обнаружили оказавшиеся под водой глиняные лачуги, примитивные алтари, печи, загоны для скота, в них содержали небольших животных, вероятнее всего свиней. Такого же рода подтверждение получило у турецкого побережья Черного моря германское экспедиционное судно «Северный горизонт». В сентябре 2000 года около города Синоп оно спустило на дно тележку, снабженную телевизионной камерой. На глубине 95 метров в поле зрения камеры попал небольшой кусок дерева, затем тележка пересекла утонувшую линию берега пресноводного озера. Потом преодолела русло реки, также поглощенной морем, наткнулась на ствол дерева, торчащий из грунта, похожий на столб разрушенной постройки. Все увиденное дало основание исследователям с уверенностью заявить, в этом месте дна Черного моря когда-то жил человек. А спустя несколько дней подводный робот, изучавший зону дна в 20 километрах от берега, разглядел предметы правильной формы, из ила торчали квадратные камни, рядом лежали балка и деревянная рогатулька. Сомнений не оставалось, найдены остатки хижины каменного века. Когда находки подняли со дна на борт, из грунта достали кусочки древесного угля, бесспорное доказательство того, что когда-то на этом ныне покрытом морской водой месте пылал костер. Изгнание в Европу собрав, воедино все известные науке факты о происшедшем 7500 лет назад прорыве океанических вод, американские геологи В. Питман и В. Райан сумели реконструировать события. Вот как это было. С напором в 200 Ниагарских водопадов поток из Средиземного моря расчистил себе проход между Азией и Европой.
Около года здесь стоял невообразимый грохот, вода низвергалась с высоты 120 метров. Озеро, превращаемое в Черное море, вышло из берегов и затопило почти 100 тысяч квадратных километров земли, главным образом северо-западное побережье. Рядом с Черным образовалось новое Азовское море. На востоке воды подошли к подножьям Кавказского хребта. Не меньше 300 дней стремились воды через долину, где теперь находится пролив, соединяющий Черное и Мраморное море. Каждый день через нее протекало 50 кубических километров воды, и уровень Черного моря каждые сутки поднимался на 15 сантиметров. На северном и западном его побережьях, очень пологих, катастрофа приняла поистине трагический характер. За сутки здесь вода продвигалась на 400 метров. Когда в Босфоре рухнула природная плотина, племена, населявшие юго-восток Европы, претерпели серьезные перемены в своей жизни. К ним первым пришли тогда люди, спасшиеся от потопа, они принесли с собой новое для европейцев знание и мастерство хлебопашества, изготовления глиняной посуды. Поэтому вполне обоснованно можно сказать, что катастрофа, случившаяся 7500 лет назад на стыке Европы и Азии, резко изменила доисторическое бытие человека в этих и соседних с ними местах. Гончарный круг еще не был изобретен, и сосуды составлялись из колец, получаемых из лент сырой глины. Этот ранний период изготовления глиняной посуды так и называется ленточная керамика. Она-то и стала для археологов своеобразным маркером, по которому можно проследить за перемещением народов. Примерно сразу после катастрофы в Карпатских долинах появились земледельцы, пришедшие с востока. Об этом говорят следы материальной культуры, оставленные пришельцами. Археологи проследили их движение и по Дунаю в лодках из звериных шкур. Вскоре эти люди уже стояли на берегах Рейна и заняли парижскую низменность. Кроме марша на запад, был еще северные люди, убегавшие от воды, продвигались в земли, где ныне лежит Россия. В Средней Европе переселенцев встретили густые леса, где 30-метровые липы не пропускали солнечный свет к земле. Каменными топорами расчистили они площади для выращивания злаков. Местные обитатели были примитивнее пришельцев и жили еще охотой и сбором дикорастущих плодов. Одни из них были поглощены вторгшимися с востока и восприняли их культуру, другие, вероятно, погибли в столкновениях с чужеземцами. Продвижение по Европе людей, переживших потоп, было стремительным недаром, уже давно вызывает у исследователей удивление та скорость, с какой распространялось по Европе мастерство ленточной керамики. По найденным следам ее перемещения историки подсчитали, на овладение континентом ушло неполные 200 лет. Немецкий ученый, посвятивший себя изучению доисторического человека, Томас Франк, определил этот факт как феномен, представляющий серьезную проблему для науки. Из какого источника черпали спасшиеся от потопа динамику столь быстрого захвата новых земель? Питман и Райан, уже упоминавшиеся американские геологи, считают, что им известен ответ. Смертельная опасность вынудила людей стремительно уходить с насиженных мест, вызвав тем самым мощное движение человеческих масс. Первые крестьяне бежали, когда волны только стали заливать их поля. Больше всего земли было затоплено, как уже говорилось, на северо-западном побережье Причерноморья. Внезапный грандиозный катаклизм отпечатал в сознании людей массовый испуг. Спасшиеся от потопа навсегда запомнили ужасные дни и ночи бегства, отмчавшиеся за ними. Воды о пережитом эти люди, естественно, рассказывали всем, кого встречали на своем пути. А их потомки унесли в следующие поколения рассказы о разыгравшейся катастрофе, со временем неизбежно обраставшие мифами и легендами о неумолимой, злой стихии, о гибели целых племен, о покинутых местах, где теперь гуляли волны. Когда возникла письменность, появилась возможность записать эти предания о страданиях людей, ставших свидетелями невиданной катастрофы. Прорыв в пресное озеро океанических вод, превративших его в море, убедительный аргумент, объясняющий мифологический всемирный потоп с научных позиций. Загадка ковчега Эдва-Ли, другая тема, могла так возбудить фантазию человека, как сказание о потопе, изложенное в Ветхом Завете. Бог наказал людей, говорит Библия, разочаровавшись в своем творении,
узнав, что сердце человека всегда было злым. И послал Бог на землю ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Водой покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Лишь благочестивый Ной, предупрежденный Богом, построил по его указанию трехпалубный ковчег и вместил в него не только свою семью, но и всякой твари по паре. Все живое, не попавшее в ковчег, истребилось. Через 150 дней вода начала спадать, и остановился ковчег на горах Араратских. Есть ли в этом мифе историческая реальность? Еще во II веке нашей эры появились сомнения в способности Ноя сделать такой корабль, который вместил бы так много животных. А в V веке нашей эры епископ Теодорет из Кироса с сомнением задавал вопрос: куда же делась вода после потопа? Джордано Бруно вообще отрицал реальность всемирного потопа. Уже в наше время, в 1945 году, австрийский каноник Карл Фрюштарфер писал, что не следует объяснять потоп проявление воли Всевышнего естественно-научным путем. Словом, загадка ковчега Ноя, по мнению историков и археологов, выглядит самой абсурдной среди всех дебатировавшихся религиозно-научных проблем. Тем не менее, и в нашем веке она не перестает быть тайной, разгадку которой продолжают искать. В последние годы многие исследователи склоняются к мысли, что мифы содержат в себе глубоко запрятанные в литературную оболочку рациональные зерна, смотри. Например, статьи в журнале «Наука» и «Жизнь Атлантида не легенда», номер 9, 1999 год. И Грифон «Дитя фантазии и фактов», номер 7, 2001 год. Есть и другая точка зрения – легенды, символические выражения давних событий. Внешнюю форму мифа люди придумывали в зависимости от потребностей времени, своего взгляда на устройство мира и желания объяснить то или иное явление. Вряд ли сегодня кто-нибудь усомнится в том, что Вавилонская башня существовала, но в то, что она стала причиной рождения национальных языков, уже никто не верит. Так и с легендами о потопе. В основе их лежит реальное природное событие, недаром о потопе у разных народов известно более 250 сказаний. Их можно услышать на острове Тайвань, у эскимосов Канады или потомков майя. Конечно, в те времена легенда не могла путешествовать по свету. И, конечно, это не могло быть простым совпадением. Исследователи истории океана и климатологи считают мифы о потопе эхом реальных, охвативших всю планету перемен в климате. Когда растаяли последние остатки ледяных щитов, покрывавших Европу и Америку, уровень океана поднялся на 130 метров. Суша, причем прибрежная, а значит наиболее населенная, залитая поднявшимися водами океана, потеряла 8% своей площади. Трудно представить, какими беззащитными чувствовали себя люди, когда огромные массы воды неудержимо наступали на их жилища, посевы, леса. Кто первым бросил зерна во взрыхленную землю? Наивысшую фазу последнего оледенения. Вся Средняя Европа была мертвой зоной. Потом лед начал таять. В Сахаре зазеленели оазисы, Каспийское море в 4 раза увеличило свою площадь по сравнению с нынешней, возникло Балтийское море. Буквально только с теплыми ветрами пришли для людей новые времена. В быстрой последовательности возникали новшества: глиняные хижины, 9000 лет д.н. Обжиг глиняной посуды, 8000 лет д.н. Первые посевы злаков, 7600 лет д.н. Человек стал разводить свиней в стойле при доме, 7000 лет до нашей эры. В постройках, где прежде все было косо и криво, теперь утвердился прямой угол. А вместе это называется неолитической революцией. Можно указать место, откуда она началась. Оттуда же, где возникла колыбель земледелия, села территории южнее Черного моря, ныне там расположены Турция и Сирия. Археологические находки последних лет убеждают ученых, что во времена, предшествующие потопу, собиратели и охотники в этих местах уже умели возводить монументальные постройки, наиболее ранние были поставлены здесь 11 тысяч лет назад. Смотри. Статью «Райские сады на земле» были «Наука и жизнь» номер 3, 1999 год. Природные условия в этих местах, где обильно росли травы и быстро размножались газели и другие быстроногие. Жвачные,
способствовали успешной охоте. На зиму стада диких животных откочевывали на Аравийский полуостров, а к лету они возвращались на сочные луга Малой Азии. Охотники гнали стада в построенные ими каменные ловушки. Трофеями такой охоты были тонны прекрасного мяса. Люди, видимо, научились его консервировать с помощью копчения и хранили, защищая от хищных зверей в тех самых постройках, которые были обнаружены археологами. Имея гарантированную обильную пищу, охотники стали жить здесь постоянно. Для сравнения, в других местах, как говорят подсчеты антропологов, племя охотников и собирателей, насчитывающее 500 человек, чтобы прокормиться, нуждалось в территории, равной по площади Грузии. Оседлость, возникшая таким образом, отсутствие голода дали людям время и возможность наблюдать за природой. Тогда же, вероятно, появилась мысль самим выращивать растения, приносящие вкусные и сытные зерна. Так оседлость, возникшая в исключительных условиях Малой Азии, заставила именно охотников стать здесь первыми земледельцами. Посевы так называемого турецкого гороха, ячменя, чечевицы были сделаны, по новейшим изысканиям, в юго-восточной Малой Азии и Северной Сирии, где еще до потопа большие площади уходили под посевы. Отсюда земледелие распространилось на плодородные берега Черного моря, тогда еще пресного озера. В 7 тысячелетии до нашей эры земледельцы появились на юге Европы, примерно в 6 тысячелетии до нашей эры. Люди стали готовить почву к приему зерна в местах, где теперь находится Югославия. Еще одна группа двинулась вдоль Средиземного моря в сторону Испании. Другой потопно вернемся к тому, что случилось на берегах Черного моря. Сколько людей обитало в этих местах до потопа? По данным археологов, эти земли были густо заселены, деревни отстояли друг от друга примерно на 4 километра. И это неудивительно. Переход к возделыванию почвы в 20 раз увеличил число жителей. В то же время плотность населения охотников и собирателей в Средней Европе была тогда ничтожно мала. 1 человек на 10 квадратных километров много меньше, чем в нынешней Сахаре. Сколько земледельцев было застигнуто потопом в районе Босфора? Приблизительные подсчеты говорят о 200 тысячах. Изгнанные потопом из Причерноморья, спасшиеся люди принесли в Европу не только рассказы о пережитых ужасах, но и свое искусство выращивать зерно, печь хлеб, делать глиняную утварь. Распространение земледелия стало благом для Европы, и ее население начало быстро расти. Ученые, однако, считают, что рассказ о потопе, содержащийся в Библии, имеет отношение не к тем событиям, что произошли на берегах Черного моря. Библейский потоп – это скорее отражение преданий о сокрушительном наводнении Тигра, преданий, долгое время живших в Вавилонском и Ассирийском царствах. Найден клинописный текст о том же событии и в столице Хеттского государства. Самый известный вариант сказания о потопе создан шумерами. В их эпосе о Гильгамеше можно найти в буквальном смысле изложение плана Бога. За то, что люди слишком много шумят, их следует утопить. По-видимому, толковать это следует как отражение перенаселения таких городов, как Ур и Урук, которые к 3000 году до нашей эры необычайно разрослись. Герой шумерского потопа Утнапишти похож на Ноя. Он тоже был предупрежден Богом, ему также было велено: построй корабль, принеси на борт семена и всех живых существ. Как и Ной, он во время плавания выпустил птицу, чтобы она нашла землю. Ученым еще не удалось определить время, когда эпос о Гильгамеше был впервые записан. Но некоторые подходы к тому найдены при раскопках Ниневии. Археологи обнаружили сделанный клинописью список владык, в котором упомянут и Гильгамеш, царь первой династии в Уруке. Известно, что этот правитель жил около 2650 года до нашей эры. Но какое событие послужило основой мифа о потопе, из клинописи неизвестно. Если же он возник как отклик на Босфорскую катастрофу, то весть о ней должна была бы 3000 лет жить в народе в виде устного предания. Некоторые ученые считают, что такое возможно. Но есть и более простой ответ на вопрос. Шумерское государство размещалось в Междуречье, его обтекали и Тигр, и Ефрат. Жители этих земель хорошо знали силу разбушевавшейся воды. Город Урук, например,
в 3200 году до нашей эры. Был на 2,5 метра, затянут илом, что говорит о сильнейшем наводнении. Не это ли стихийное бедствие послужило поводом для создания мифа не только о Гильгамеше, но и о всемирном потопе?